Санузел у нас совмещенный и очень маленький, что, конечно, продиктовало свои условия для его оформления. Я долго не могла придумать, как же оформить зону умывальника, какое зеркало подобрать. Пересмотрела сотни вариантов в магазинах, прошерстила весь интернет. Ни один вариант не отвечал моим нехитрым требованиям, чтобы и красиво было, и какое-никакое, но место хранения присутствовало. Решила сделать зеркало сама. Вдохновило меня на это итальянское изделие стоимостью 470 евро, то есть примерно 40 тысяч рублей за зеркальце. Доски у меня уже были, точнее обрезки столешницы из сосны, остатки от тумбы под раковину. Оставался кусок длиною около 770 мм и шириной чуть больше 200, толщиной 28 мм. Попросила брата распилить мне его пополам вдоль, так что в итоге получилось две доски 770 на 100 мм. Могла бы и сама это сделать, но побоялась испортить материал, которого и так оставалось впритык. Одну из досок я укоротила на 15 сантиметров. В итоге получилось две доски размерами 770 на 100 мм и 620 на 100. Зашкурила их сначала наждачкой P80, потом шлифовала 240-й. Для придания цвета и защиты материала от влаги покрывала доски маслом, оттенок весенний дуб. Им же я покрывала столешницу под раковину и еще кучу разной мелочевки, поэтому воспользовалась остатками. Из обрезков белого ЛДСП, оставшегося от кухонного гарнитура, попросила брата напилить две боковые стенки и дверцу. Стенки размером 264 на 100 мм, дверца 320 на 320. Насверлив предварительно отверстия под саморезы, прикрутила боковины к доскам. Приладила накладные петли с доводчиком на дверцу, прикрутила, затем прикрутила площадки петель к боковине получившегося шкафчика. Пришла очередь самого зеркала, я заказывала его на Озоне, обошлось оно мне в 790 рублей. Но была одна проблема, оно шло уже с креплениями. С одной стороны это хорошо, но мне нужно было просто голое зеркало. Отрывать я его не решилась, побоявшись повредить зеркальное покрытие, поэтому поступила следующим образом. Взяла круг из ХДФ, измерила расстояние от края зеркала до конца креплений, получилось 15 сантиметров. Перенесла размер на ХДФ и отпилила лишнее. Получилась довольно необычная деталь. Приклеила ее к зеркалу специальным монтажным клеем для зеркал. Затем взяла еще один круг из ХДФ, также диаметром чуть меньше 50 сантиметров, и приклеила к предыдущей детали, щедро смазав клеем и выступающие детали зеркального крепления. Отметила место прикрепления дверцы шкафчика к зеркалу. Должно было получиться так, чтобы при открывании зеркало не упиралось в стену. Для этого я подложила снаружи шкафчика со стороны петель брусок 20 на 20 мм, поставила на брусок зеркало и отметила линию соприкосновения задней поверхности зеркала и дверцы. Ориентируясь на полученную линию, разметила положение дверцы, просто обвела ее на задней стороне зеркала, приклеила дверцу к зеркалу при помощи того же монтажного клея. Ну а дальше все и так, наверное, понятно. Прикрутила мебельные уголки, сделала отверстие под дюбели в стене ванной, повесила получившуюся конструкцию и навесила дверцу на петли. В общем, получилась история о том, как я честно стырила дизайн у итальянцев, и обошлось мне все это в сущие копейки. Зеркало 790 рублей, петли 2 штуки 250, клей 300 рублей, остаток столешницы и обрезки ЛДСП и ХДФ бесплатно. Итого вышло 1940 рублей против итальянских 470 евро. Итак, друзья, как вам такая идея зеркала для ванной комнаты? Напишите свое мнение в комментариях, будет интересно почитать. А также обязательно подпишитесь на мой канал в Яндекс.Дзен в случае блокировки YouTube в России. Ссылку оставлю в описании. А с вами был Бариман. Всем добра!